Так, здравствуйте, друзья. Это Анапа. Сегодня 12 ноября 2022 года. Как вы догадываетесь, мы сейчас находимся в литературной кофейне. Сегодня здесь собрался, как всегда, клуб позитивного общения. Элита Анапской Да. собралась. Дорогие друзья, наконец-таки я рад вас видеть. Мы давно не виделись. Мама, шлю вам свой позитив. Да. Значит, меня зовут Исмаилов Тимур Арсланович. Ну, в общем, я хотел бы рассказать немножко о свойствах времени. Немножко попозже. Наш ведущий. Здравствуйте, дорогие наши почитатели, если таковые есть. Вот. Ну, мы сегодня поговорим обо всем, что нам будет интересно. А будет возможность мне сегодня-то выступить? Ну, это Исмаилов Тимур Арсланович. Я окончил физфак Московского государственного университета. Я по образованию физик, теоретик по диплому. Но в том числе я еще и, как я уже говорил, компьютерщик и педагог, учитель физики. По образованию, но занимаюсь много лет репетиторством по математике и физике. Это мое, так сказать, основное средство к существованию. Еще преподавал 11 лет в школе, но это не суть. Я сегодня вам хотел рассказать про такое понятие очень скользкое, неточное, как время. Поднимите руки, кто-нибудь задумывался об этом, вообще что это такое и существует ли это? Существует ли это? Вообще, насколько корректно, точно это понятие? Мне кажется, есть понятие температуры физики. Это мера нагретости тела, мера кинетической энергии движения молекул. Вроде бы, но это опять же не точно. Это есть энергетическая температура. Если бы ход истории пошел бы немножко по-другому, было бы вот так вот. Сейчас. Не было бы понятия абсолютной температуры, которая бы измерялась в кельвинах. Все бы измерялось просто в джоулях. Тепло, холодно – это джоули. Это не градусы Кельвина. Вот получается, что тета для идеального газа, тета, вот это энергетически видно, извиняюсь. Карандашом не пойдет, ручкой надо. Да. Словами скажи, ничего страшного. Тета равно ПВ разделить на N. Давление идеального газа на скорость движения молекул, деленное на N на их концентрацию. Вот есть такая формула, но это опять же все шло очень постепенно на самом деле. И время в старину люди придумали еще тогда, когда толком ничего не знали, не понимали. Вообще все физические понятия шли крайне медленно и очень так постепенно все сформировалось. Вот детям можно объяснить, вот как я детям объяснял, что такое энергия. Ну вот самое, чтобы они поняли физический смысл, хотя сами физики так это не рассматривали. Что кинетическая энергия это не проявившаяся способность, возможность тела совершить работу. Да. Но это опять же, с точки зрения серьезной физики, это, конечно, не так. Физики так это не рассматривали. Хотя вот, чтобы наглядно было понятно, я вот так вот объяснял всегда детям. Запомните этот момент, каков физический смысл. Импульс это что? Это как бы полное свойство инертности движущегося тела. Полное свойство описывает импульс. Масса, умноженная на скорость. Вот. Ну ладно, значит, что я вам хотел рассказать про время. Про время тут очень интересных моментов. Ведь да, в младших классах, как объясняют, что время это то эталонное изменение, относительно которого мы отсчитываем, при помощи которого мы отсчитываем все изменения и неизменения, происходящие в нашей жизни. Чуть тише говори. Да. Не мешать присутствующим. То эталонные изменения. Хотя на самом деле во времена Эйнштейна было открыто немножко другое. В начале 20 века Эйнштейн открыл и доказал математически, что на скоростях, близких к скорости света, ну хотя бы, если когда-нибудь у нас получится сделать ракету, летящую со скоростью в 2 раза меньше скорости света, то получится так, что на Земле
прошло, допустим, там сколько? Да. Полетали мы всего 3 часа, а на Земле прошло целых 6 часов, предположим, или половина суток. Вот. Что на скоростях, вернее, как сейчас точнее объясню, на скоростях близких к скорости света время немножко замедляется. Скорость течения времени в ракете, оно медленнее, чем скорость течения времени вот реально в окружающем мире. Вот, это тоже очень Если интересный факт, ракета который движется со скоростью света, там нулевое время? нулевое, правильно, то есть, вернее, не совсем так. В ракете проходит нулевое время, а в мире происходит бесконечно много времени. Вот как это точнее описывается. Вот. То есть мы можем жить вечно. Вот, значит, и это было проверено в дальнейшем на экспериментах на отдельных элементарных частицах. Проверено вот этот момент, что действительно время замедляется внутри системы отсчета, которая движется на скорости близкой, ну, на очень большой скорости, да, и на малых скоростях это происходит, но мы это не замечаем. Можно вопрос крайне сразу? значительно. Если мы, условно говоря, на Земле сделаем центрифугу, в которой достигнем скорости света, то там время тоже замедлится? Конечно, там будут происходить всякие чудеса со временем, чудеса темпорологии. Если мы берем эту юлу, вот, которая вокруг своей оси крутится, и в ней раскочегарим скорость света, там время замедлится в ней? Конечно, там будут происходить самые разные большие маленькие чудеса. То есть, грубо говоря, которые... сама по себе скорость перемещения какого-то там молекулы, она как-то влияет на время течения в этой молекуле. В этой молекуле, конечно, не внутри. Тут есть туча системы отчета. То есть, давайте вот я вам точнее объясню этот момент. На самом деле, вот еще какой момент, он тоже заслуживает обсуждения. Смотрите, вот давай, ручки нет ни у кого. Не-не-не, ну так, на пальцах. Вот и есть формула, даже не стоит заморачиваться на всяких там сложных формулах, уравнениях Максвелла. Самая простая формула для школьников равноускоренного прямолинейного движения. Угу. Так. Самая простая формула. Ну. Что S равно перемещению, вот уравнение равноускоренного движения, к примеру, x равно x нулевое, как она плохо пишет. Ну ладно. Давай, ну не судьба, значит, не судьба. Можно попросить. Нет, не это будем, пишет не нормально пишет. Снимайте, камера Мотовска называется. Не, нормально, все. X от t, координата от времени равна x нулевое плюс v нулевое xt, то есть проекция скорости на ось x, и плюс axовая t квадрат разделить на 2. Вот это уже что? Вот давайте. Вот это уравнение равноускоренного прямолинейного движения. Вот оно самое. Вот это получается на самом деле, если смотреть, знать координату, все знать. Это получается квадратное уравнение. Если все перенести влево, координату знать, не знать только время, получится квадратное уравнение относительно времени. Что получается? Кирилл, давай не будем заморачиваться на эти формулы. Школьное квадратное уравнение, оно имеет два корня. Да, два корня. Оно имеет положительный и отрицательный корень. Отрицательный корень, все корни с минусом в плане времени, они отбрасываются. То есть мы время назад перематываем? И да, есть два знака времени. То есть существует уже запрограммированное пространство возможных событий. Чуть тише. То есть мы можем отмотать время назад. С точки зрения математики. С точки зрения математики, конечно, сколько угодно можем времени назад отмотать. Да, с точки зрения физики. Может быть и можно. То есть, ну смотри, давай так, я на уровне примитивно буду. Если у нас уже доказано, что мы можем замедлить время до нуля, то есть если мы достигаем скорости света в центрифуге, то мы приостанавливаем как самолет. Времени. Представьте себе самолет. Если мы можем до нуля замедлить, то можем ли мы и в минус уйти? Попозже об этом обо всем. Значит, смотрите, самолет, летящий со скоростью, допустим, все летали в самолете неоднократно, я думаю, да. Вы идете по салону со скоростью 5 км в час. Шли по салону в течение 5 минут. Самолет летит с огромной скоростью, успел пролететь за это время там десятки километров, может сотни даже. Точно так же и со временем.
в одной системе отчета прошло немного времени, а в окружающем мире, в окружающем пространстве событий прошло очень-очень много даже времени, может быть годы, может быть даже десятилетия, столетия, а там прошло всего несколько часов. Вот точно так же и здесь. Поняли сравнение? Ну да. Вот, как бы это есть пространство событий. Вот мы дошли до самого интересного. Есть запрограммированное одно пространство событий, а есть еще подпространство событий. Это внутри этой частицы, как в самолете. Одна система координат, одна система отчета, и уже вот за пределами самолета уже совсем другая система отчета. Ну все понятно. Есть как бы, значит, это пространство, оно расширяется тоже. Это пространство является неким тоже подпространством. Запрограммированное наше пространство, это тоже некоторое подпространство возможных событий. На примере салона расширение пространства. То, что Да, но которое тоже расширяется. То есть он идет, вместо того, чтобы пройти весь салон, он еще там запрограммировано будущее, это нет будущего. Есть пространство возможных событий, которые мы как бы делаем выбор. Вот смотрите, есть точка зарождения Вселенной, грубо говоря, нашего пространства, точка зарождения. Большой взрыв. Ну, скорее всего, гораздо сложнее, все и хитрее. Идет расширение постоянное и Вселенной, и расширение нашего возможного пространства событий по неким законам некоторого суперкода. Есть исходный код возможного пространства. Вот мы идем как бы по этому пространству, выбираем, подходим к разветвлению, выбираем. Выбрали что-то, выбрали второе. Суперкод, вот оставшиеся... это формула Бога? Ну, скорее всего, в религии, может быть, это называется Бог. Мы подошли к в самому науке это называется по-другому. Сейчас будет главный вопрос То, что мы Вселенной. выбрали возможные события, Ответ 42. Мы выбрали, это все стерлось. Дальше пошли, стерлось. Пошли, стерлось. Пошли, стерлось. Поняли? Как бы вот мы как бы протаптываем дорогу вот эту от одного события к другому. Качеством вечности обладает? Обладает, конечно. Так, секунду, об этом попозже. Подожди, Вселенная же тепловая смерть Вселенной уготована. И времени, соответственно, тоже. Но считается, что все атомы остынут в конце веков. Спорный вопрос. Но энергия же заканчивается, она тратится. Тепловая смерть Вселенной. Энергия в природе не никуда появляется не ничего и Ну, ничего не исчезает. Подождите. Есть точка абсолютной энергии, точка большого взрыва, это точка абсолютной энергии. После Она того, как рассеивается, она не исчезает. рассеивается, это значит охлаждается. Охлаждается, это значит Мы не умирает. поддерживаем эту теорию взрыва. Не было никакого взрыва. Ну Ну, вот, на самом деле не совсем так, скорее всего, было все гораздо сложнее и хитрее. Идет Да. процесс расширения. Подождите, есть три точки зрения на дальнейшую судьбу Вселенной. Первое, это то, что она расширяется, потом замедляется и останавливается. Вторая, это то, что она расширяется и ускоряется расширение. Соответственно, это взрыв, который разлетается, как гранату мы взорвали, и все, как бы разлетелось и сдохло. И третий сценарий, это когда она расширилась до определенного момента, а потом начинает опять схлопываться. То есть, текущая наука предполагает три сценария. Ну, сценарий, значит, такой, ну тут не будем заморачиваться, а это вообще астрология на самом деле, что вы? Это на самом деле, этим занимается, я в том, что я вам хотел рассказать, я решил совместить работы разных физиков, теоретиков, которые занимались не одно десятилетие, с мнением астрологов, вот с астрологией тоже у меня есть знакомые астрологи, и вот хотел бы создать более-менее логичную картину, гармоничную. Ну давай, это уникальное умозаключение. Ну, может быть, в каком-нибудь там плане, чтобы ничего другому не противоречило. Это открытие, да? На самом деле известно во многих религиях, что время имеет вот главное направление пространство возможных событий, как бы мы выбираем, а может быть не мы, может быть нам сигнал сверху дается, куда лучше идти при помощи молитвы, как бы лучшие варианты выбираем, потом уже идем в соответствующую точку, приходим, потом выбираем опять и так по лабиринту событий идем. Вся жизнь это, с другой стороны, наши сплошные лабиринты. Лабиринты возможных событий. Но применительно к Вселенной, к атомам, времени, развитию Вселенной. Значит, все, в общем, абсолютно все, что касается атомов Вселенной, все, начиная от элементарной частицы и кончая всей Вселенной, космосом, это один из элементов подпространства возможных событий. То есть мультивселенная.
Ну да, как бы мультивселенная, как можно было бы это назвать. Ну вот мы движемся, есть второе время, есть как бы это не наше время, это как бы ось перпендикулярная нашему пространству возможных событий. Это второе время, вот это полное, два направления, которые имеют, которые в русских былинах древних славян изображалось как Баба Яга, это второе время. Это время. Подожди, можно грубо сразу говоря, это пояснить? То есть у нас есть линейное время, которое идет от точки А в точку Б, и в каждый момент этого времени есть еще дополнительная ось, которая Да, конечно, имеет положительный конечно. и отрицательный баланс. Отрицательное направление. Вот полное Это мне напоминает комплексные Но числа. это так оно и есть. Это Комплексные описано числа. комплексным числом. Вот в лучшем случае, а в худшем случае. Мы если- приходим к уникальному, сейчас будет У тебя сделано по фи- уникальное у открытие. тебя по физике что Ну было вот я в школе? сейчас на пальцах просто начинаю ощущать По это. физике Я какая пропускаю через себя. Вот Эти некоторые дифференциальные точки, уравнения не и впитываются. дифференциальные уравнения, и всякие там уравнения. В общем, Да. смотрите, вот. И вот оно, вот Это оно. первое наше пространство. Это Нобель, времени. это Нобель, это Ну премия какой Нобеля. Нобель, господи, вы прикалываетесь надо мной, что ли? Вот это наше пространство возможных событий, которое разделяется, мы в какой-то точке находим и делаем выбор. А вот это вот как бы ось вертикальная, это как бы то время, которое идет уже в том свете, это полная картина нашего мира. Поясни. Как бы, да, Все это возможные второе варианты. время, которое в каждый момент времени существует над нами, как Так. бы, откуда все видно, вот это пространство. Это события, расширяющиеся. субпространство. Ну, если можно так Надпространство. назвать, да, надпространство событий. Точка зрения Каждая Бога, да? точка, да. Это внешний наблюдатель. Бог, Внешние который видит наблюдатели, души, может быть, покойных. Покойной души. Мы приходим к открытию мистической составляющей. Сейчас Ну, мы господи, давайте только без на нашем смеха. канале. Сейчас мы расскажем. Вот как бы. Сейчас мы расскажем всю правду про вампиров, события. вурдалаков и давайте душ без умер. юмора. Без юмора. С Вот точки есть зрения физики. возможные события, вот это какое-то такое сложное пространство, и как бы вот когда мы движемся по нему, вот то, что все материальное, вот это все, это Да. материальное, это как Это бы точка. результат. Это точка, это элемент вот этого пространства, который имеет некий очень сложный, конечно же, исходный код, который за пределами человеческих познаний. Как бы это некий исходный код, вот эта точка событий Мгм. имеет. Некий исходный код и как бы, ну это вот программа, это как бы когда компьютер просматривает пространство возможных событий, в некоторый момент времени вот это происходит проявление исходного кода, и вот то, что мы видим, это как бы изображение на мониторе, которое мы видим, визуализация, вот это материализация в более глобальном плане. Есть более сложная материализация вот в этом времени, там другая материализация по совсем другим законам. Так, ладно, теперь надо к практике перейти. Да. Как мы это все можем использовать теоретически, вот эту вот Что теорию? нам это дает? В Что нам повседневной это жизни. повседневной жизни? Как нам это Ну или да, может да. вот эту Применить вот этот эти святой знания. Грааль, этот секрет святого Грааля, который ты нам сейчас раскрыл, как нам использовать нам это? достичь состояния как нам вечности? достичь Мы и так власти, все на самом деле вечности. славы, существуют. Каждый из нас успеха. существует, имеет некий исходный код. Каждый из нас размазан по вот этому пространству. Да, во-первых, что значит достичь успеха? Есть воля, есть высший разум, который называется в религии, в православной религии Богом, в мусульманской, может быть, там, Аллах. Аллахом, в буддийской называется Будда. То Буддой. есть Буддой, там. физики это доказывают. Физики это доказывают. Это просто есть разум, который намного умнее, сильнее нас. Надо скорее молиться ему, не надо рваться вот так вот к власти, надо знать сначала пройти вот эти все вот жизни. Наш мир это То есть некий с набор этой точки испытаний, зрения некая любая обработка война, нашей она души. бессмысленна. В смысле, жизнь это испытание, это некоторые испытания стадии обработки души каждого. Вот материализация в каждый момент времени, это как бы вот проявление, это визуализация, как на мониторе, вот то же То самое. есть мы должны пройти материализация. определенные испытания для чего? Чтобы стать Чтобы совершеннее. подняться, стать совершеннее, подняться на более высокую ступень, может быть,
Да, тоже Бог это незавершенный процесс, он также совершенствуется. Есть какое-то надпространство, которое куда нас не допускают пока, что нас не ставит в известность. И может когда-нибудь допустят, когда вот мы пройдем все стадии вот этой вот эволюции. Везде идет эволюция, как бы идет совершенствование. Вот. Так, вот если представить, что мы все сели в ракету, которая достигла скорости света, и полетели. Время у нас течет там По-другому. Но физические процессы, которые в нас, они как идут, с какой скоростью? И... С той же самой. С той же самой? Ну, то есть, все равно мы там все потом постепенно умрем в этой ракете. Ну а то, конечно, все это... Получается так, смотри, мы там будем постепенно умирать, но те зрители с Земли, которые на нас будут смотреть, они будут думать, что мы живем вечно. Ну да. Ну да. А слушай, а вот такой, кстати, у меня такая идея. Ну, лет 1000 где-то. Ну, не, вечно. Там можно высчитать. Смотрите, а такой вопрос. Вот мы сейчас говорим про раскочегаривание этой ракеты до супер большой скорости. А можно ли сделать обратный процесс? Наоборот, вот мы живем на Земле, у нас какая-то скорость тут земляная есть. А можно ли затормозить объект до нулевой скорости? Вот. Да, проводились эксперименты, лофандатор, студенты из моих, аспиранты мои проводили с электромагнитным полем, они замедляли свет, и смотрели, проводились такие эксперименты. Но это получается смерть тогда, это мгновенная смерть. Мгновенной смерти не было, но неприятные ощущения были. Ну То есть, да, грубо там говоря, ставили если объект двигается с скоростью света, то он двигается в вечности, а если наоборот его затормозить до нулевой скорости, то он, соответственно, сразу же исчезает. Правильно? Это очень важная мысль. Ну, а нулевая скорость это в нашем пространстве. А вот смотрите, вот, кстати говоря, я об этом тоже как-то думал. Вот Земля крутится вокруг Солнца с определенной скоростью. Да. Солнце крутится вокруг центра галактики с определенной Да. скоростью. Соответственно, наша галактика летит от центра взрыва этого большого тоже с какой-то скоростью. Она не летит, это наше пространство событий, оно движется от события к событию. Это Ну, разные понятно. вещи. Я имею в виду, что мы можем высчитать нашу абсолютную скорость от какого-то вот этого нулевого горизонта событий. Исходной точки. И получается, мы-то двигаемся довольно-таки с большой скоростью. Если вот всю эту скорость суммировать, движение Земли вокруг Наше Солнца... пространство событий это возможно, это некоторый элемент возможного некоторого другого более и некоторое подпространство в другом пространстве. Нет, я сейчас говорю про атомы, я говорю про молекулярный уровень. То есть в любом случае Земля крутится вокруг Солнца, это первая скорость. Солнце крутится вокруг центра нашей галактики, Млечный Путь, это вторая скорость. И они куда-то движутся. И Млечный еще. Путь, в свою очередь, Куда-то тоже же, движется. как и любая галактика, тоже летит в этом пространстве. То есть получается, мы можем суммировать все эти три скорости и получить абсолютную нашу скорость по отношению к единой системе координат. Вот. Более... Правильно? Правильно я рассуждаю? Да, как вариант можно, но тут на самом деле, опять же, это подпространство, то, что мы находимся, мы живем в некотором Ты подпространстве. имеешь в виду более все сложном. скопление галактик, всю Вселенную? Да, вся Вселенная, наша Вселенная, это подпространство более сложное. Ну я понимаю. Пространство Да. событий. Нет такого понятия Вселенной. Вселенная это элемент, вот это вот точка. Мультивселенная. Мультивселенной, да. Идет постоянное, то есть постоянный вот выбор, мы выбираем что-то, выбор суммируется каждого в заданный момент времени. Идет как бы движение в пространстве возможных событий, формируется, как бы происходит материализация Ну, как все всего. закручено. Материализация. Так. Ну и на завершение. Чем это все закончится? Да. Какой дальнейший сценарий Да, Никто развития? не вообще знает. В развития? зависимости от того, как мы будем вести Будет себя, ли конец света? как мы будем себя вести, как мы покажем себя здесь, То есть наш скорее всего. моральный облик Может быть, если мы хорошо покажем себя, влияет как-то на приближение конца. потому что человечество живет ради денег, ради того, чтобы материально максимально обогатиться, и ничего другого не надо. Если также человечество не изменит свой подход туда, если в конце концов отдумается и изменит, начнет жить ради Бога, ради всего вот делать
ради развития духовного, то да, вот два А вот варианта есть. мне непонятно, как это влияет на время. Да, Но это, с точки мы, это зрения на пространство физики и возможных математики. событий. В одном случае мы идем в одну точку, поворачиваем с точки зрения уничтожения. В сторону ада. В сторону ада, а в другом случае в сторону рая, в сторону совершенства, дальнейшего прихода на эту землю уже в другой форме, может быть, более То есть совершенной, переход более на более разумной. высокий уровень. Переход на более высокий уровень, конечно. Вот. В раю Адам и Ева, у них Ну, там сначала время рай, а было. потом мы вернемся на землю уже в другом В форме. раю у Адама и Евы время Но было. Адам и Ева это тоже, скорее всего, все было гораздо сложнее и хитрее. Но математики смогли вычислить формулу рая? Ну, вот похоже, что там времени не было. Было там? В раю, по большому счету, скорее всего, там есть время, но оно совсем по-другому нулевое течет время. гораздо сложнее. Нулевое время там было, нет? Оно течет гораздо сложнее там. Ну, Да. это то, что в летописи написано, то, что в реальности, это все. А может, вот что они жили 1000 лет? Очень такой Они известный, жили Адам. известный вечно. батюшка Смерти не было. православный. Ну, физически, они же Православный тоже батюшка. физически жили. Отец Антоний Вакерев, который по первому образованию биолог, палеонтолог, не следует абсолютно все то, что написано в Библии, воспринимать дословно, но Понятно. с точки зрения в прямом смысле, А человек, да, что понятно. Библия писалась для людей совсем другого времени. А человек другого может поколения, затормозить когда они не знали. свое внутреннее время сознательно с помощью каких-то техник, приемов? Честно говоря, не задумался. Может быть и может. Как раз вот интересная пища для размышлений. Может быть и может. Так что вообще, ну, скорее всего, ладно. Вот раньше же люди что, там надо какой-то- 1000 лет жили, Концовочку. Ну давайте Да. порассуждаем, да, и как-то и резюмируем на концовочку идем, да. на завершение. Этой темы, Да, да. Это тема, стоп, да. я Потом, совсем потом забыл. продолжим не на камеру, мы потом продолжим сам. Такой момент. Ну, на YouTube канале мы выложим это. Что, ну как я смотрел, смогу я себя посмотреть? Я тебе Да, сброшу. Ну что, концовочку на Я завершение не так скажи, ужасно выглядел. скажи, а мы обсудим. Надо жить разумно, люди, будьте разумны, вот единственное, что могу сказать. Не надо жить ради денег, надо жить ради Бога, ради развития, духовного Живите своего ради развития. Бога. Это говорят физики, между прочим. Духовного развития, не хухры ради мухры, денег, да. не ради вот этого бизнеса, чем заниматься. Дипломированный специалист, Допустим, красный если- диплом, МГУ. МГУ. Учился вместе с Ну, Перельманом. Вместе с синий Перельманом. диплом у меня на самом деле, Алексей, есть красный диплом теперь ты педагогический, скажи. так смогу поправить. Ну что ж, я думаю, мы наконец-таки Поговорили. увенчали все наши клубные заседания с Грандиозной формулой темой. Святого Грааля. Только на нашем канале. Вы постигли сущность всех вещей. Мир, по сути дела, это Гарри большой Поттер компьютер, отдыхает. это большая машина, компьютерная система, по сути дела, но только гораздо более сложная. Это сложнейшая компьютерная система, сложнейшая машина, по сути дела. Вот как можно его представить, как я давно уже представил ее. Ну, вот то, о чем говорят святые отцы, Библия, физики к этому только начинают приходить. И подтверждают, что законы вечности никто не отменял, они не противоречат религии, вот. И мы можем только приветствовать познание мира, научное. И если к этому относиться честно, то мы достигнем таки вечности. Достигнем вечности, будем совершенствоваться бесконечно в лучшую Да. сторону. Да. Будет разумным. Ему дадут доступ к гораздо более сложным, интересным вещам. Ему дадут доступ к управлению гораздо более интересным вещам. Ему дадут возможность там летать по всей вселенной. Высший разум с точки космические зрения корабли физиков там. существует. Да. Мы это сегодня... Ладно. Ой, Да, я... к сожалению, там у меня сестра уже сидят дома. спят. Погоди. А, Так, здравствуйте. я доверяю всему сказанному, но я вот всегда думаю, а зачем нам это нужно вообще с практической стороны? Вот это вот единственное, что Ну, вопросы оставляет. кстати, это вопрос для наших слушателей. Да, ответьте в комментариях, что вы думаете. Какой практический смысл Применение. от этой формулы успеха? Ждем ваших реплик. Тоня, на YouTube. Тоня, что вы думаете На Ютубе не о надо. времени? Счастливое время назначаем. Потому что мы, чем более мы счастливы, тем меньше мы думаем, как оно проходит. Чем меньше мы думаем, скорее бы оно прошло, и тем меньше живой организм наш его ощущает. Вот.
Вот тоже интересный момент. И разные живые существа не по-разному ощущают время. Почему муху так сложно прихлопнуть, когда она не на стекле? Потому что каждый момент, промежуток времени для человека, самый короткий для мухи, крайне медленный, наоборот. Разные живые существа, и даже человек в разном возрасте, любой организм, и от возраста, от массы, По-разному уязвим, да. по-разному. Да, в детстве воспринимает время течет медленно. А вот, кстати говоря, интересно, да, сейчас мысль у меня возникла. Смотрите, действительно, когда у нас в жизни происходит что-то плохое, мы говорим, да побыстрее бы это закончилось. То есть мы призываем ускорить время. А когда в блаженстве что-то хорошее, мы тем самым хотим продлить это время, то есть стремимся в вечность. То есть негативные события стремят нас к минимизации времени, а позитивные события стремят нас к максимализации. И самое интересное, что у нас это получается.